Люди называли эту практику очищением от монстров, а молодой человек, известный как убийца демонов, работал в цирке. На самом деле это был не цирк, а скорее арена для развлечения людей на улице. Руководитель цирка случайно купил пойманного гоблина, чтобы использовать его в качестве артиста, и в этом цирке большинство были не людьми, а демонами и монстрами. На следующее утро он вышел на прогулку, и за ним последовала группа детей. Он спугнул их, заставив убежать в страхе. Затем он купил бутылку пива и увидел, как люди избивают кошку, думая, что это демон. Поскольку там был истребитель демонов, они попросили его разобраться с этим. Но он подумал, что это всего лишь кошка, поэтому не стал ее бить, а просто щелкнул, чтобы прогнать. Хотя людям нравилось наблюдать, как он сражается с монстрами, им не нравилось общаться с ним в реальной жизни. В тот вечер он снова вышел на сцену, и так совпало, что этот кот на самом деле был монстром. После выступления он ушел со сцены и понял, что за ним следят. Девочка, следовавшая за ним, выбежала из зала, когда не увидела его в зале и была поймана им. Он хотел узнать, что находится в этой клетке, поэтому он подошел к ней, заставив ее контратаковать. Она выхватила пистолет, но он снова подошел и положил пистолет на землю. Вскоре он усмирил ее, когда голос из клетки велел ему пощадить эту служанку. Затем служанка убрала пистолет и подняла клетку. Внутренний голос знал, кем он был на самом деле. Он был полудемоном, над которым ставили эксперименты, и в его тело было имплантировано множество демонов. Ему также было трудно оставаться в здравом уме, и ежедневное использование демонической силы вскоре привело к тому, что его поглотили демоны. Голос хотел заключить с ним сделку. Затем клетка была открыта, и показалась голова девочки. Она была бессмертной, ее звали Ая, и она попросила его убить ее. Взамен она дала бы ему способ продлить свою жизнь. Она прожила более 900 лет, и демоны были единственными существами, которые могли лишить ее бессмертия. Но тот, кто причинил ей вред, был полудемоном, так что его сила была только наполовину, и он не мог полностью убить ее. Год назад к ней подошел полудемон и забрал ее тело. Она не могла видеть его лица, но видела только его хозяина, старого иностранца с хриплым голосом и тростью. Она хотела найти этого человека, но у нее не было никаких зацепок. Поэтому она пришла к нему, будучи полудемоном, в котором было больше демонического, чем человеческого. Она не была уверена, сможет ли он убить ее. Затем он захотел пойти куда-нибудь еще, чтобы обсудить это, потому что было бы неприятно, если бы владелец театра нашел их и заставил его выступить снова. Затем он назвал свое имя, чтобы облегчить общение. Его звали Синай. Ая тогда задался вопросом, почему он жаждал жизни, продолжая выступать, несмотря на то, что знал, что скоро его поглотят демоны. Он признался, что знал об этом, но выступать и стать демоном было частью его намерения. Если бы он сошел с ума и превратился в демона во время выступления, люди, которые всегда видели в нем развлечения, стали бы первыми жертвами. И он хотел посмотреть, скольких он сможет убить, прежде чем его остановят. Он считал, что именно такой способ умереть был самым веселым и мог исправить это общество. Но когда она сказала, что есть способ помочь ему продлить свою жизнь, он отказался от этой идеи. Однако он прямо сказал, что не убьет ее, потому что на самом деле она не хотела умирать, а просто ей надоело жить с одной головой. Но он был готов помочь ей вернуть ее тело, потому что старик, который украл ее тело, был тем, кто обратил его в это состояние. На Каине старика была выгравирована буква «М», и Ая подтвердила, что это было правильно. Так что теперь условия изменились. Ая знала, что ее тело находится в Европе, а это означало, что им предстоит долгое путешествие, чтобы найти его. Затем он спросил Аю о том, как он может продлить свою жизнь, и Ая сказал ему, что ему просто нужно съесть часть ее тела. Но, конечно же, на этой голове ничего нельзя было делать. Она поняла, что телесные жидкости тоже действуют, поэтому спросила, что он предпочитает, пот или слюну. Он выбрал последнее, и Ая попросила его наклонить лицо вперед. Они использовали этот поцелуй как соглашение о сотрудничестве друг с другом. Тем временем во Франции два вампира, отец и сын, охотились на оленей. Отец хотел воспользоваться ружьем, но не смог угнаться за оленем, поэтому бросился ловить его руками. Сын спросил отца, зачем он взял с собой ружье, если не умеет им пользоваться, и тот ответил, что это подарок от мэра,
так что он должен был попробовать это на себе. Вампиры начали взаимодействовать с людьми после смерти графа Дракулы, так как жить с людьми казалось безопаснее, чем противостоять им. По возвращении сын спросил, почему его отец хранит серебряные предметы, и он сказал, что это делается для того, чтобы другие охотники не могли использовать их против них. Войдя в хранилище, он обнаружил серебряную пулю, испачканную кровью вампира, и в отчаянии отправился на поиски членов семьи. Он нашел своего старшего сына и дворецкого, а когда его спросили о его жене и младшей дочери, он узнал, что его жена была в комнате, а младшая дочь пела вместе с ним. Горничная. Не было никаких признаков присутствия злоумышленников. Он пошел искать свою жену в комнате и был убит горем, обнаружив, что она скончалась от огнестрельного ранения. Несколько дней спустя журналисты начали приходить в дом, чтобы найти его. Его звали граф Годдард, и поскольку он прожил 20 лет, не употребляя человеческой крови, у него были права гражданина. Но некоторые экстремисты и дискриминационные элементы все еще преследовали его. Затем его окружили журналисты. Он не хотел ничего говорить прессе, но молодая девушка по имени Энни, тоже журналистка, спросила, что он хочет предпринять в связи с этим делом. Он решил нанять детектива, потому что полиция была слишком беспечна. Услышав о детективе, которого он нанял, Энни заподозрила, что он нанял дуэт Аю и Санучи для расследования и раскрытия дела, что, как он подтвердил, было правдой. Этих двоих сейчас везли в конном экипаже на встречу с графом Годдардом. По его словам, они уже раскрыли несколько дел, связанных с монстрами. Хотя их личности и правда все еще оставались несколько расплывчатыми, им, по крайней мере, можно было доверять больше, чем полиции. По прибытии Синучи поторговался с кучером. Он поторговался из-за тряской поездки, попросив немного меньшую цену. Ая хотел, чтобы он перестал издеваться над беднягой, но тот все равно настоял на снижении цены на одну монету, и кучеру пришлось согласиться. Но у Санучи не было денег, поэтому он сказал кучеру, чтобы тот взял деньги у графа. Затем кучер пошел жаловаться графу на то, что Санучи над ним издевается. Граф велел дворецкому принести деньги, чтобы расплатиться. Санучи представился графу, и когда граф услышал голос Аи, он подумал, что это говорит горничная Шизуку. Но Ая попросил Шизуку пойти убрать их багаж, что еще больше сбило графа с толку, так как он не мог понять, откуда доносится голос Аи. Когда они официально приступили к делу, Синачи приподнял завесу и показал графу и двум его сыновьям, что у Аи была только голова, и что он не мог сказать, откуда доносился голос Аи. Она все еще могла бы жить здоровой жизнью. Из-за того, что у нее была только голова, она могла использовать в первую очередь только свой мозг. Она попросила графа описать все место преступления. Он отвел их в комнату своей жены, чтобы осмотреть место происшествия, потому что тела вампиров разлагаются очень быстро. Его жену уже похоронили, но остались фотографии. Глядя на них, можно было подумать, что его жену ударили в сердце чем-то похожим на стейк. На ее лице не было никаких следов борьбы, так что в это время она, должно быть, спала. Это означало, что убийца вонзил кол ей прямо в сердце. На спинке стула не было ни царапины, и тот факт, что убийца смог преодолеть обостренные чувства вампира, свидетельствовал о том, что он, должно быть, был очень опытным человеком. Внешних ранений не было, так что убийца, возможно, использовал святую воду, чтобы скрыть какие-то вещи на месте преступления. Бутылка со святой водой все еще была там с пятнами крови на губах. Еще одной проблемой был серебряный стейк, найденный на складе, ключи от которого были только у графа и дворецкого. Если вампиры прикасаются к серебру даже через ткань, это вызывает жжение, которое невозможно вылечить. Исходя из этого, Ая получила 7 баллов. Во-первых, убийца, должно быть, был близким знакомым, раз смог проникнуть в чувства леди. Во-вторых, почему убийца действовал ночью, когда вампиры наиболее слабы днем? Третье. Замок на кладовке был найден сломанным, и почему там была оставлена бутылка со святой водой. Четвертое. Как убийца узнал о серебряном коле в кладовке и точно знал, где находится комната леди и когда она спит. Пятое. Почему убийца положил серебряный кол обратно в кладовку? В этот момент у графа закружилась голова. Внезапно его младшая дочь бросилась его искать, но была спугнута Синачи. Ая сказала, что раскроет 6 и 7 пункты позже. Затем она поужинала со всей семьей графа. Кучера тоже пригласили присоединиться, но он продолжал подозрительно оглядываться по сторонам. Он был очень удивлен, что у Аи осталась только голова. Семья графа пила кровь только для поддержания своих сил. В то время как другие ели обычную пищу, Ае вообще не нужно было есть.
Семья графа скептически относилась к способностям двух детективов и даже считала, что они оба мошенники и не заслуживают доверия. Хотя граф и счел их эксцентричными, но при расследовании они проявили большую проницательность. Ая решила немного покрасоваться, когда кучер спросил, откуда она узнала, что у него проблемы с женой. Он был алкоголиком, но жена долгое время запрещала ему пить. Первый, она посмотрела на его рубашку, на которой было несколько выцветших пятен, указывающих на то, что он часто проливал на нее еду, из-за чего его жена постоянно вытирала ее. Только пьяный человек может так часто проливать еду. Второй, несмотря на то, что у него была небритая борода, его рубашка была очень аккуратной, с пришитой пуговицей, и казалось, что он не пил неделю, так как его рубашку неделю не стирали. Было ясно, что его жене надоел муж-пьяница, поэтому ему пришлось выслушать его, чтобы сохранить мир в семье. Он знал, что ему нужно больше заботиться об этой внимательной жене, поэтому он решил бросить пить. Старший сын графа был убежден, что она похожа на детектива Шерлока Холмса. Затем Ая расспросила его подробнее об этом деле. Тело было обнаружено 30 лет назад, и у семьи была привычка ужинать вот так в полночь. В 12 часов 30 минут его жена закончила есть и ушла в свою комнату отдохнуть. После ужина он отправился в библиотеку, чтобы встретиться со своим старшим сыном и обсудить вопросы управления городом. Младшая дочь тоже была там. Затем он отправился на охоту. Когда он зашел на склад за своим снаряжением, ничего необычного не произошло. Когда он вышел, его второй сын попросил его пойти с ним, и они были вместе в лесу, пока не вернулись. Он трижды выстрелил в оленя, но промахнулся. Старший сын тоже слышал эти 3 выстрела. После того, как отец отправился на охоту, старший сын вернулся в читальный зал и отправил свою сестру под присмотр горничной. Ая спросила второго сына, что он делал в промежутке между окончанием трапезы и выходом на охоту. Почувствовав подозрение, запротестовал. Но если он не виновен, то удивляться нечему. Второй сын проявил наибольшие подозрения, потому что с 12 часов 30 минут до часу ночи он просто находился в своей комнате и не слышал никакого шума. Ая спросила горничную, что она делала с 12 часов 30 минут до часу ночи. Она сказала, что просто убирала, а потом увидела, как юная мисс пристает к ее брату. Так что она играла с юной мисс до часу ночи. В перерывах она отлучалась в ванную примерно на 1-2 минуты и вернулся. Младшая дочь подтвердила это. Что касается Дворецкого, то он просто работал и составлял расписание графа. В это время он всегда был один. Выслушав объяснение, Ая выяснил, что у старшего сына и Дворецкого не было алиби. Причина, по которой она решила, что преступник кто-то из дома, заключалась в том, что, как она объясняла ранее, было очень трудно объяснить, был ли убийца посторонним человеком. Младшая дочь убежала, заставив горничную погнаться за ней. Затем они закончили трапезу, и Ая попросила Сидзюку присмотреть за 2 слугами в этом доме. Поскольку старший сын вряд ли мог быть преступником, он также пришел и пригрозил им обоим, что не он убил его мать. Ая также знала, что он не был преступником, потому что она наблюдала за руками каждого во время трапезы, и 3 вампира не пострадали, что доказывает, они не удерживали кол. На данный момент Ая нужно было пойти и найти этот кол, чтобы проверить. Тем временем Сидзюку наблюдал за 2 слугами в доме графа. Был уже час дня, и Дворецкий хотел идти на работу, но Сидзюку остановил его. Горничная сообщила, что граф и Синачи ушли в лес, отчего Дворецкий почувствовал себя немного неловко и встревожился. Тем временем, пока они шли, граф рассказывал о том, как он слышал о существе, которое считалось бессмертным и прожило более 1000 лет. Но гнев показал, что у этого бессмертного существа также была слабость – демоны. Демоны могли убивать бессмертных, но у них была очень слабая защита, и они могли умереть просто от пули. Люди истребили почти всех демонов, и теперь их осталось очень мало. Граф понял, что они оба говорили о себе, демоне и бессмертном. Оба знали, что их разоблачили, поэтому больше не скрывали этого. Внезапно граф попал в засаду, поэтому он выключил свет и попросил разрешения броситься и поймать этого человека. Он очень быстро поймал охотника и подумал, что тот убил его жену. Но Ая попросил его пощадить этого человека. Рукав этого человека был покрыт угольной пылью, что доказывает, что он долгое время находился в поезде. Он сказал, что приехал сюда, чтобы отомстить за охотника, убитого графом. Но этот человек напал на графа первого, так что он всего лишь защищался. Затем он рассказал историю об охотнике, который планировал убить графа и был очень уверен в себе, потому что у него была помощь. Тот охотник принес кол, но он даже не знал, что кол сделан из серебра.
Ая хотел, чтобы граф отпустил этого человека, потому что он усвоил урок. Ая рассказала, что благодаря этому охотнику ей больше не нужно было бродить по лесу. Она хотела, чтобы он вернулся и собрал всех, чтобы она могла раскрыть это дело. Вернувшись, Ая объявила, что убийцей был один из присутствующих. Старший сын не хотел в это верить, но граф захотел выслушать ее первым. Она вновь высказала 7 подозрений. Во-первых, убийцей был кто-то из знакомых, так что они могли перехитрить графиню. Во-вторых, убийца действовал ночью, а не днем. В-третьих, убийца оставил бутылку на месте преступления. В-четвертых, убийца хорошо знал распорядок дня в замке. В-пятых, убийца намеренно оставил серебряный кол на складе. Шестое подозрение было вполне обоснованным. Когда графиню убили, старший сын и дворецкий находились рядом с ее комнатой, но ничего не слышали, что было слишком странно. У обоих не было алиби, но они вряд ли могли быть сообщниками, поэтому она подозревала, что преступление произошло до часу ночи. Убийца, должно быть, положил что-то между ними, чтобы заглушить звук вбиваемого кола. Но на месте преступления было только пальто, так что убийца мог использовать для этого только силу запястья. Почему убийца не использовал молоток, чтобы вбить кол? Хотя звуки молотка не были чем-то необычным, поскольку графиня часто ремонтировала мебель. Возможно, преступник боялся, что молоток повредит колышек. Это привело к выводу, что кол, послуживший причиной убийства, был сделан не из серебра. Серебряный кол, который граф видел на складе, мог быть просто испачкан кровью в качестве приманки. Но какой материал мог стать причиной смерти графини и при этом легко сломаться, если его ударить молотком? Она отложила это в сторону, чтобы перейти к седьмому подозрению. Бутылка, которую она нашла в комнате графини, на самом деле не использовалась для хранения святой воды. Поскольку бутылка была грязной и не протертой снаружи, она, должно быть, была грязной и внутри. Если в ней была вода, то как она могла быть грязной? Значит, в бутылке с самого начала не было воды, и ее просто поместили на место преступления как подделку. Но на ране графини были видны следы воздействия святой воды. Из этого она сделала вывод, что преступник, должно быть, заморозил святую воду в коле, чтобы совершить преступление. На месте преступления они использовали плащ, чтобы скрыть брызги крови. Кол быстро расплавился и повредил кожу графини. Преступник взял кровь графини и подождал, пока граф отправится на охоту, а затем отправился на склад и инсценировал место преступления. Цель состояла в том, чтобы заставить графа неправильно истолковать время совершения преступления после часу ночи, а не раньше. Таким образом, преступником мог быть человек, у которого не было алиби с 12 часов 30 минут до часу ночи. Этому критерию соответствовали два человека, горничная и второй сын. Но этот человек должен был быть достаточно сильным, чтобы вбить кол, и иметь достаточно времени, чтобы создать фальшивое место преступления. Самым подозреваемым по-прежнему оставался второй сын. Второй сын утверждал, что он вампир и не может держать в руках серебряные бифштексы или святую воду. Это было правдой. Но если бы преступник отрезал себе руку и восстановил ее, все было бы по-другому. Исходя из этого, можно с уверенностью утверждать, что убийцей был второй сын. Он сразу же занервничал и бросился на Аю, но был пойман Синачи и выброшен вон. По словам Аи, причина, по которой второй сын стал преступником, заключалась в том, что он также был противником людей и ненавидел их. Но граф решил подружиться с людьми, поэтому он создал это дело, чтобы заставить его образумиться. Именно он связался с охотником и предоставил тому возможность напасть на графа и украсть железный стейк и контейнер. Поскольку семья графа часто посещала церковь, он мог легко взять святую воду и налить ее в железный стейк охотника, а затем оставить ее на ночь в лесу, чтобы она замерзла. Все остальное было так, как я видел. Второй сын пытался напасть на Синучи, но он был ему не равня. Синучи основательно избил второго сына, рассказывая ему свою биографию. Когда они закончили уборку, он вернулся к Ае. Они с Синучи уже собирались уходить, но с приближением рассвета появилась молодая журналистка Энни. Девочка и группа Синучи знали друг друга раньше, так что она знала, что у Аи была только голова. Синучи предположил, что если она хочет узнать больше об этом деле, ей следует обратиться к дворецкому. Сидзюку и Санучи снова начали гоняться друг за другом, в то время как Ая спросила графа, все ли с ним в порядке. Он потерял жену, а теперь и сына, но ему все равно пришлось открыть правду всему миру. Ая спросила его о человеке с тростью, не встречался ли он недавно с этим человеком и не приглашали ли его в Лондон, но он отказался. Получив новую зацепку, Санучи и Ая продолжили свое путешествие. Тем временем в поезде появились два новых персонажа.
Беловолосый был известен как призрак оперы, а у Светловолосого была просьба к призраку, которую он должен был выполнить, чтобы украсть бриллиант из музея в Лондоне, где работал детектив Шерлок Холмс. Призрак согласился на эту работу. В этот момент группа Синатра и Ая прибыли в Лондон. Согласно английской прессе, человеком, нанявшим призрака оперы, был мастер-вор Люпин. Журналистка Энни также последовала за ними туда. Группа Синуха направлялась в магазин тростника, чтобы запросить список покупателей. Когда они вышли и вошли в переулок, они столкнулись с двумя мужчинами, которые хотели получить список покупателей, который был у Синучи. Внезапно их поймала полиция и отвела в машину. В машине также находилась пара близнецов, которые были арестованы. И другой мужчина опознали в этих двоих воров по красным запястьям от переноски тяжелых предметов и опилкам под ногтями, что указывает на то, что они перевозили тяжелые керамические изделия. Их правильные выводы привели к тому, что один из них непреднамеренно признался. В газете сообщалось, что известная личность, известная как Железный человек, нанимала детективов для расследования дела вора Люпина, который покушался на его сокровища. Так совпало, что двумя детективами, которых он нанял, были Ай и Шерлок Холмс, и именно Шерлок Холмс ехал с ними в этой машине. Когда полиция поняла это, они развернули машину в сторону особняка Железного человека. В особняке мы узнали, что Железный человек и его дворецкий установили рекорд по облету вокруг света за 80 дней. Энни, которая сейчас находилась за воротами особняка, была взволнована, увидев двух знаменитых детективов. В то же время призрак оперы тоже услышал эту новость. Когда они встретились с Железным человеком, он не слишком удивился, встретив Аю, так как слышал о бессмертном человеке. Ая думала, что она занимается только монстрами, так что это дело вряд ли сильно поможет. Но для него мастер-вор Люпин ничем не отличался от монстра. Два детектива по-прежнему считали, что двое из них это слишком много, но они продолжили расследование. Мастер-вор Люпин прислал письмо, в котором сообщал, что между 11 часами и 11 часов 30 минут 19 числа он придет, чтобы украсть бриллиант под названием «Предпоследний рыцарь». Причина такого названия заключалась в том, что бриллиант был черным. Он был очень ценным и никогда не выставлялся на всеобщее обозрение. Хранился в укрепленном подвале, окруженном рвом. На юге был канал и еще один подземный канал, достаточно большой, чтобы в него мог войти человек. Шерлок приказал перекрыть эту территорию. Алмаз охраняли более 100 охранников и полицейских, а также два детектива и два представителя страхового кооператива, которому исполнилось 100 лет. Согласно расследованию Люпина, в кооперативе было 7 самых сильных членов, которые принимали все меры для защиты своих клиентов. Все они были одеты в белое и обладали исключительными навыками. Первый, кто прибыл защищать Железного человека, был представитель номер 5 Рейнхольд, а второй – представитель номер 7 Фатима. Айер узнала Рейнхольда как человека, который мог бы помешать ей больше всего. Он открыто демонстрировал свою неприязнь к Айе и Санучи, потому что они не были людьми. Затем Железный человек повел всех в подвал, чтобы они вошли в комнату, где хранился алмаз. Чтобы открыть дверь этого места, требовалось 3 ключа и 4 человека. Предпоследний рыцарь хранился в сейфе сложной конструкции. Однако бриллиант был всего лишь синтетическим изделием, так что больших денег он не стоил. Ая заметил, что сейф был сделан из серебра, металла, который не нравился ни вампирам, ни оборотням. Бриллиант внутри, должно быть, имеет свою историю. 20 лет назад друг Железного человека откопал алмаз из реликвии XIV века. Он положил алмаз в сейф и отдал его Железному человеку, которому потребовалось 10 лет, чтобы расшифровать его сложный механизм и извлечь алмаз. На поверхности алмаза были некоторые надписи, переведенные ИА, в которых в частности упоминались оборотни. После изучения происхождения алмаза Железный человек узнал, что на юге Германии когда-то жило процветающее племя гномов, которое было истреблено племенем оборотней. Они были настолько обижены, что, стремясь отомстить, передали своим потомкам местоположение убежища своего врага с помощью нерушимый бриллиант и серебряный сейф, к которому враг не смог бы прикоснуться. А теперь поговорим о комнате. Помимо упомянутых выше замков, в комнате есть микрофон для связи с внешним миром, вентиляционное отверстие в форме спирали на потолке, закрытое железной сеткой, чтобы люди не могли пройти через него. На сегодня хватит исследований. Перед уходом Шерлок что-то прошептал Железному человеку.
Сачи спросила Аю, есть ли у нее какой-нибудь способ справиться с Люпином, и она придумала один способ. Днем 19 января группа Синуа отправилась посидеть у реки. Ая сказала, что хочет посетить музей восковых фигур, поэтому Шизуку пошла спросить дорогу, ориентируясь по карте. Тем временем ассистент Ватсона и брат Шерлока поняли, что человек, сидящий перед ними, не Шерлок, основываясь на том факте, что настоящие ногти Шерлока были не такими длинными, и настоящий Шерлок был прямо за ними. Этот человек снял свою маску, представившись мастером-вором Люпином. Группа Сенеча шла по карте к музею, когда Сеничи решил поприветствовать Шерлока, но обнаружил, что Ая исчезла. Он случайно поднял чужую птичью клетку и получил удар от Шизуку. В этот момент Люпин заявил, что нет такого замка, который он не смог бы взломать, затем прыгнул в машину, управляемую призраком, и сбежал, чуть не сбив меня, Шизуку, во время разговора. Она спросила, не видели ли они птичью клетку. Поскольку Люпин был простодушной девочкой, он пригласил Шизуку присоединиться к нему в машине, чтобы вместе поискать. Санучи случайно снова встретил Энни, так что они тоже отправились на поиски вместе, в дом своего брата. Шерлок напомнил ему, чтобы он был осторожен с представителями страховой компании, потому что у него было ощущение, что им нельзя доверять. Но больше всего на их работу повлияла группа Синучи и Аи, потому что предпоследний рыцарь был ключом к выслеживанию племени оборотней, так что они могли не предотвратить кражу алмаза и даже попытаться украсть его сами. На улице человек, который по ошибке забрал клетку у Аи, понял это и был поражен, увидев ее. Он выбросил клетку на дорогу, в результате чего Аю сбила машина. Но за этим несчастьем последовало еще большее несчастье. Ведь машина, которая сбила ее, принадлежала близнецам-преступникам из прошлого. Каким-то образом этим двоим удалось скрыться от полиции, но у них были виды на Аю с тех пор, как они впервые увидели ее. В этот момент прибыла Шизуку и увидела Аю, лежащую на машине близнеца, поэтому она свернула, чтобы погнаться за ними. Энни и Синачи тоже искали неподалеку, когда заметили Аю и Шизуку, так что он бросился в погоню. Синачи запрыгнул на крышу и спрыгнул прямо туда, где были близнецы, успешно спасая Аю и возвращая ее в клетку. Люпин узнал в них группу Вестники птичьей клетки, и Ая также узнала Люпина, поскольку он был одет в одежду, идентичную одежде Шерлока. Синучи представил свой псевдоним как демон-убийца, но когда его произносили, это означало, что он сильнее Люпина, из-за чего Люпину захотелось учиться у него. Он бросал шарики и скользил по ним, чтобы атаковать. Двое молодых людей некоторое время танцевали в воздухе, прежде чем опуститься на землю. Синучи получил удар шариком в лоб, в результате чего получил апперкот в челюсть и потерял сознание. Люпин предупредил группу Аи, чтобы они держались подальше от этого дела, но он не знал, что все было в пределах ее расчетов. Затем часы на Биг Бене пробили 8 часов. Все должны были пройти досмотр, прежде чем войти в особняк Железного Человека. Когда прибыл французский инспектор, Шерлок дернул себя за бороду, чтобы проверить, не переодетый ли он Люпен, прежде чем пожать ему руку и провести внутрь. Войдя в комнату, группа АИ оставила Шерлоку письмо, в котором говорилось, что они будут отвечать за безопасность на месте. Шерлок проигнорировал это, думая, что только монстры понимают, о чем думают монстры. Рейнхольд отказался оставаться в этой пыльной комнате, а также потребовал следить за землей. Шерлок знал, что это делается для того, чтобы легче было поймать Люпина, поэтому он оставил все как есть. Таким образом, в комнате осталось только 6 человек. До назначенного времени оставалось еще 3 часа, но все решили закрыть дверь пораньше. Все расселись вокруг серебряного сейфа, ожидая, что будет делать Люпин. В 10 часов внизу во рву внезапно раздался взрыв. Услышав слухи о краже офицерской формы, Шерлок немедленно выхватил пистолет и расстрелял все замки, сделав их бесполезными. Теперь эта комната была полностью закрыта, и никто не мог ни войти, ни выйти. Даже если бы вызвали слесаря, потребовалось бы 5 часов, чтобы взломать замок. Шерлоку пришла в голову эта идея, потому что Люпин утверждал, что может взломать любой замок. Но это не было бы проблемой, если бы сам замок вообще нельзя было открыть. Люди вокруг, которые слышали это, считали Шерлока настоящим гением. 55 лет, поскольку по-прежнему не было никаких признаков опасности, Железный Человек предложил Шерлоку и Ватсону положить руки на сейф. 10 лет комната начала трястись. В результате предыдущего взрыва вода из рва хлынула внутрь через вентиляционное отверстие. Шерлок понял, что он не так умен, как ему казалось. Люпин манипулировал им, что привело к решению уничтожить замки.
Теперь у него вообще не было возможности сбежать. Услышав, что люди оказались в ловушке в подвале, Рейнхольд послал фантома вниз, чтобы спасти их, а сам остался присматривать за Люпином. Дяди там внизу точно знали, что вода не сможет полностью заполнить комнату, поэтому они пока не слишком паниковали. Они планировали цепляться за статуи на потолке, когда вода поднимется, и фантом прибыл, чтобы выломать дверь и помочь им сбежать. Однако, когда вся вода вытекла, сейф действительно исчез, и точное время было 11 часов 30 минут. Никто не знал, как Люпину удалось выбраться. Украли сейф. Несмотря на то, что было ясно, что в комнату нельзя было свободно войти или выйти, они хотели пойти погреться, прежде чем решить, что делать дальше. Но когда они вернулись к камину и приступили к составлению плана, Шерлок попросил у французского инспектора наручники и надел их на него. Шерлок знал, что он переодетый Люпен, потому что когда он шел по мосту, его шаги не вызывали скрипа моста, так что пивной живот был в порядке. Подделка. Люпин сразу же признался, что он украл сейф, продев веревку через текущую воду. И он, находясь в комнате, привязал веревку к сейфу, чтобы его сообщники могли вытащить сейф. Люпин снял маску, но все еще был уверен, что победил. Однако в сейфе не оказалось бриллианта, так как Шерлок поменял его местоположение. А настоящий бриллиант лежал вон в том кармане, но когда они посмотрели, его там не оказалось. Люпин умудрился удержать его в руке и использовал дымовую шашку, чтобы сбежать. В тот момент весь особняк был охвачен хаосом в поисках Люпина, но он сбежал, воспользовавшись украденной формой охранника. Люпин был описан как вор, похожий на персонажа японской легенды Исикаву Гамана. Он был пойман и казнен путем варки, поэтому его последователи разозлились и решили украсть все горшки в мире. Рестораны столкнулись с самой большой проблемой, так как у них не было кастрюль для своего бизнеса. Тем временем Люпин и Призрак встретились снова, один с бриллиантом, другой с сейфом, но то, что было в сейфе, на самом деле было Аей. По словам Шиниши, способ, которым они поймали похитителей травки, состоял в том, чтобы кто-то сидел внутри и охранял. И теперь они использовали аналогичный метод, чтобы разобраться с Люпином. Закончив рассказ, Шиниши поклонилась, и Аэр рассказала, что Люпин в то время принял Энни за нее. Поэтому она намеренно подстрекал Чиниши к проигрышу, чтобы сделать Люпина слишком самоуверенным. В сумерках она встретила Железного Человека и попросила спрятать ее в сейфе. Ей пришлось держать сейф плотно закрытым все время, пока она пряталась, чтобы дождаться этого момента. Люпин знал, что его разоблачили, но был уверен, что его фантом справится с Шиниши. Но фантом убежал, вынудив Шизуку пуститься в погоню. Рейнхольд тоже прибыл и потребовал разобраться со всеми сразу. Но внезапно мост снаружи был разрушен, и у них не осталось пути к отступлению. Однако тот, кто разрушил мост, был не Люпин, а группа людей с посохом в форме буквы «М». Он привел людей сюда, чтобы найти Люпина. Все члены его группы были нечеловеческими существами. Он стремился только к алмазу, в то время как то, как поступит с его старыми друзьями, зависело от них самих. Затем они начали разделяться, чтобы устроить резню. Рейнхольд напал на Люпина, но также целился и в Шиниши. Ему пришлось увернуться и использовать побег Люпина, чтобы отвлечь Рейнхольда. Он погнался за Люпином и потребовал вернуть алмаз, поэтому Люпин выбросил его, вынудив Рейнхольда отправиться за алмазом, в то время как Шиниши погнался за Люпином. Шерлок и доктор Ватсон также прибыли и узнали о ситуации от Аи. Когда она услышала о нападении группы незнакомцев, она попросила Шерлока взять ее с собой, так как ее знания могут оказаться полезными. Фантом, сбежав от Шизуку, столкнулся с Фантомом. Она охотилась на Фантома, потому что его имя было в списке тех, кого нужно было устранить. Она достала 2 арбалета и заставила Фантома открыть свое лицо, но прятки не помогли Фантому избежать ее стрел. Тем временем Шерлок и Ая добрались до библиотеки, где было убито много людей. Взглянув на лицо преступника, Шерлок узнал в нем Листера, который недавно попал в новости за создание различных фанатичных культов, разбросанных по всему Лондону. Эти культы специализировались на проведении жестоких ритуалов. Шерлок разгадал трюк с щелчком пальца, который заключался в том, чтобы вытащить отравленную иглу. Увидев, что они оба разгадали его трюк, он решил, что их нужно уничтожить. Тем временем инспектор случайно столкнулся с женщиной-вампиром.
Она не испугалась его слабого оружия, поэтому Шизуку пришла на помощь. Однако Шизуку все еще выполняла свою миссию по поиску призрака, поэтому она спросила, видел ли его кто-нибудь из них. Ни один из них не знал, так что она уже собиралась уходить, но женщина-вампир не позволила ей этого. В то же самое время Рейнхольд, Люпин и Шиниши все еще преследовали друг друга втроем, преследуя алмаз в качестве своей цели. Все трое забежали в церковь и случайно уронили там алмаз. Люпин предложил Шиниши сотрудничать с ним. Затем вошел Рейнхольд, и Шиниши начал отвлекать его разговорами, из-за чего он потерял концентрацию и дал Люпину возможность опрокинуть себе на голову целое пианино. За это время призрак начал использовать темноту, чтобы перехитрить фантома. Поскольку фантом был очень искусен в управлении звуком, фантом не мог определить свое местоположение для стрельбы. Шизуку начала терять позиции в борьбе с бессмертным вампиром. Хотя у нее было серебряное оружие, способное ранить вампира, попасть в нее было проблематично. Чего Шизуку никак не ожидала, так это того, что кровь вампира ядовита. Яд попал на Шизуку и заставил ее быть очарованной вампиром. Шерлок после перестрелки с применением магии обнаружил, что у него не хватает боеприпасов. Ая спросила, зачем им понадобился алмаз, и они просто хотели найти оборотней, чтобы увеличить свои силы. Во время разговора Шерлок схватил свою трость, чтобы найти листер, и отбил иглу, направленную ему в лицо. Ему удалось достать противоядие, но в этот момент появился вдохновитель. По словам Шерлока, им был профессор Мориарти. Со стороны Шиниша Рейнхольд был все еще жив. Внезапно фантом и привидение оказались рядом, и появился еще один член группы профессора. Он использовал магию, чтобы мгновенно выхватить бриллиант, и быстро расправился с двумя представителями страховой компании. Люпин и Призрак уже бежали, зная, что не смогут забрать бриллиант у этого монстра. Аю удивило имя Мориарти, так как это было имя лидера преступной организации, который, как предполагалось, давно умер. Он держал тело Аи для исследований, а спустя 8 лет вернулся, чтобы создать еще более крупную преступную группировку, чем раньше. Он добился этого, собрав всевозможных ненормальных существ и даже наняв невообразимого ученика. Этот человек попросил у него тело монстра, поэтому он научил его знаниям о трансплантационной хирургии. Человек, которого он имел в виду, был кем-то, с кем они все были слишком хорошо знакомы. Это тот, кто совершил множество преступлений 11 лет назад, Джек-потрошитель. Этот Джек сейчас противостоял Шиниши. Шиниши вступил с ним в короткий разговор и заметил, что Джек чем-то похож на него. Профессор Мориарти рассказал, что они с Джеком отправились в Японию, чтобы найти образцы демонов и бессмертных людей. Пересадив демонов в клетки бессмертных людей, он смог создать грозного воина с невероятными способностями к регенерации. Он экспериментировал со многими подопытными, большинство из которых сходили с ума от демонической силы, поэтому прежде чем оперировать Джека, он установил баланс. Он понял, что бессмертное тело Аи тоже было своего рода демоническим гибридом, так что, должно быть, кто-то в прошлом изменил ее хирургическим путем. Она признала это и выразила свою неприязнь к человеку, который дал ей это бессмертие. Он использовал ее клетки, чтобы сделать Джека невосприимчивым к клеткам демонов. С этого момента он начал повсюду брать Джека с собой, чтобы имплантировать ему другие виды. В результате у него появились вампирские черты, но он не боялся серебра и мог ходить при солнечном свете. Теперь он стремился обрести черты оборотня. Короче говоря, теперь у него было существо с человеческим телом, бессмертием, демонической атакующей силой и способностями к регенерации вампира. Однако у этого, казалось бы, непобедимого существа все еще была слабость Шайни. Несмотря на то, что Джек сильно избил Шиничи, удары Шайни все еще оставляли на Джеке определенные повреждения и препятствовали его способности к восстановлению. Затем Джек вспомнил, что Шиниши был сбежавшим экземпляром Мориарти, в то время как Шиниши вспоминал Джека как человека, который всегда был рядом с этим стариком. Шиниши рассказал, что он преследовал их здесь, чтобы выступить, в результате чего Джек решил игнорировать Шиниши, а не лишать его жизни. Женщина-вампир теперь пыталась соблазнить Шизуку. Она быстро схватила стоявшее неподалеку распятие и ударила им вампиршу, причинив ей сильную боль и вызвав желание прикончить Шизуку. Однако Джек выстрелил сигнальной ракетой, чтобы дать сигнал всем уходить. Профессор, увидев, что Джек получил то, что хотел, также призвал Лестера и Франкена уйти. Перед уходом он назвал название организации, которую он создавал, «Ночной праздник».
Затем Шиничи воссоединился с группой Шерлока и Аи. Шизуку тоже благополучно вернулась. Они не знали, куда делась группа Люпина, но Шерлок знал, что Люпин воспользовался канализацией, чтобы сбежать, потому что вода во рву была частично осушена, что позволило ему сбежать. Что касается сейфа, то, похоже, Люпин воспользовался возможностью, чтобы украсть его, но Шиниши хотел, чтобы они посмотрели на его выступление. Джек вернулся в организацию и собирался показать бриллиант профессору, но его одежда порвалась, а он этого не заметил. Теперь у Шиниши в руках был бриллиант, который он быстро выхватил у Джека. Тогда Ая расшифровал это стихотворение. Она попросила Шерлока поднести бриллиант к свету, и на нем появилась строка текста «Лес клыков». Похоже, именно там жили оборотни. Шиниши вспомнил, что Джек делал нечто подобное, так что ночной праздник тоже может знать эту информацию. Много лет назад жители деревни охотились на двух оборотней, мать и ребенка. Им пришлось прятаться в башне, но жители деревни не позволили им уйти и сожгли всю башню дотла, чтобы убить их обоих. Вернемся к настоящему времени. Группа АИ отправилась в лес Фанг на юге Германии. Ая хотел, чтобы они были осторожны, так как люди Мориарти могут устроить им засаду. Ая уже однажды сталкивался с оборотнями. Оборотни могут принимать три формы. В человеческом обличии они почти не отличаются от людей. В зверочеловеческой форме они немного превосходят людей. Но в полной волчьей форме их чувства значительно улучшились, а кожа стала достаточно прочной, чтобы противостоять огнестрельному оружию. Внезапно во время прогулки группа АИ столкнулась с бородатым мужчиной. Он узнал во всех троих детективов, которые расследовали дела о монстрах и умоляли о помощи, так как девочка из деревни была похищена оборотнем. Когда они вошли в деревню, жители деревни стали избегать их. Ая попросил дядю рассказать всю историю. В частности, год назад внучку деревенского старосты похитили, а на следующий день нашли мертвой в лесу. У нее были сломаны голова и спина, лицо изуродовано, одна рука обглодана дочисто, а на теле множество следов от укусов. 4 месяца спустя следующей была похищена дочь мельника, и ее состояние было таким же ужасным. Прошло еще 4 месяца, и следующей жертвой стала дочь владельца цветочной фабрики. Все три инцидента произошли дождливыми ночами. Все следы, обнаруженные на телах, были одинаковыми, и все опознавательные признаки трупов совпадали. Еще одна вещь заключалась в том, что вчера была похищена еще одна маленькая девочка. Отец выломал дверь, чтобы ворваться внутрь, но преступник забрал девочку и сбежал через окно. Однако вчера дождя не было. 8 лет назад жители деревни изгнали оборотней из деревни до того, как произошло какое-либо бедствие. Когда отца девочки привели в церковь, он заподозрил, что кто-то посторонний является оборотнем. Но посторонних было трое, так что подобные рассуждения не выдерживают критики. Прибыла группа детективов, и Ая не поощряла их смотреть на истинную форму девочки. Но они все равно посмотрели и были шокированы. Отец пропавшей девочки назвал Аю монстром, но только она могла раскрыть это дело, поэтому ему пришлось выслушать ее. Затем Ая попросила показать ей место преступления и заметила, что там было очень грязно. Прошлой ночью камин не был разожжен, так что преступник, должно быть, проник через него. Судя по размеру и отпечаткам ног, можно сделать вывод, что это был человек-зверь. Затем она попросила бородатого дядю принести ей следы зубов с предыдущих трупов и попросила его попросить Шизуку принести ей мяч размером с ее голову. Затем она спросила мать, что они делали прошлой ночью. Они просто занимались своими обычными делами. Из двух окон одно было надежно заперто, а разбитое было подчинено, и его нельзя было открыть. Направление бегства преступника было очевидным. Затем прибыла Шизуку, и ее попросили подняться на крышу, чтобы посмотреть, нет ли там каких-либо следов. Когда там ничего не оказалось, она сказала Шизуку бросить что-нибудь вниз. Поднялось облако пыли, и дядя принес следы зубов. Тогда Ая мог бы сделать вывод, что этот инцидент произошел не из-за сумасшедшего оборотня, устроившего розыгрыш, а из-за кого-то, у кого есть здравый смысл. На кровати была кровь, но на пути к отступлению ее не было. Так что преступник, должно быть, принес сумку, чтобы положить в нее девочку. Кроме того, замок на складе также был сломан, и было известно, что год назад его взломали и украли оружие и боеприпасы. Поскольку это совпало с первым инцидентом, это необходимо учитывать. Затем вся группа отправилась в дом деревенского старосты, и у него была информация о Нанском лесу и жилище оборотня.
Он тоже знал об этом бриллианте, поэтому Ай решил вступить с ним в переговоры. Она готова была поймать и раскрыть дело об оборотнях в этой деревне в обмен на информацию от него. По словам деревенского старосты, среди 3 подозреваемых в деревне были только один врач, один инженер и один художник. Все трое были чужаками, приехавшими в деревню. Способ обнаружить оборотней состоял в том, чтобы поднести к их ушам ароматные цветы или постучать по горшкам, чтобы напугать их из-за обостренных чувств. Но все трое никак не отреагировали. Оборотни могут контролировать свою кровь, размножение и характеристики, благодаря чему современные оборотни больше не боятся серебра и святой воды. Так что теперь единственный способ уничтожить оборотня – это убить его в человеческом обличье. Но если родится король оборотней, все обычные методы станут неэффективными. Король оборотней – это легенда об оборотнях, которые в конечном итоге дают жизнь человеку, считающемуся богом клана оборотней. Он ранее видел оборотней, невосприимчивых к серебру. В прошлом мать-оборотень с ребенком пришли в деревню и обманули всех. Но, к счастью, маленькая девочка Луи, которую только что похитили, обнаружила их и помогла изгнать оборотней из деревни. С тех пор маленькая девочка считается божеством-хранителем деревни. Очень жаль, что девочка также была похищена неизвестным преступником. Чтобы узнать больше, группа посыльных отправилась в дом инженера. Около 13 лет назад он нашел глубоко в лесу раненую беременную женщину. Он узнал, что девушку звали Роза, и подумал, что она была служанкой из какой-то семьи, у которой был роман с хозяином и которую прогнали. В то время жители деревни были довольно терпимы, поэтому он привез ее в деревню, чтобы заботиться о ней. Полгода спустя она родила дочь по имени Джет. Роуз в основном жила дома и была умным и щедрым человеком. Жизнь была мирной, пока однажды из-за их схожей внешности Роуз не приняла Льюиса за свою дочь и не раскрыла свою личность оборотня. Затем жители деревни сожгли заживо мать и ребенка, и этот инженер сам подтвердил наличие 2 скелетов матери и ребенка-оборотня. Инженер доверяет доктору, так что остается только один подозреваемый – женщина-художник. Затем детективная группа отправилась в дом женщины-художника. 5 лет назад она приехала сюда, чтобы нарисовать водопады, и поскольку пейзаж был таким красивым, она осталась здесь до сих пор. Родители погибших попросили ее нарисовать мемориальные портреты для их детей. По мнению художницы, преступник, похоже, всего лишь дикий волк. Иногда ранним утром или на закате она видела волка с необычайно золотистой шерстью. Волка видела только она, потому что она живет на окраине деревни, так что теперь она тоже стала главной подозреваемой. Неясно, является ли эта женщина-художница виновницей или нет, но Ая знает, что она солгала о том, что жила в семье художника и окончила художественную школу. То, как она держит ручку, не похоже на настоящую художницу, так что Ая раскусила ее. Ей пришлось объяснить, что поскольку она теперь сирота и часто подвергается дискриминации, она солгала, чтобы избежать неловкости, так как ее бросили с детства. В то время как детективная группа была занята расследованием того, где инженер нашел Розу, группа ночной вечеринки наблюдала за ними издалека. Вечером Ая была в доме дяди доктора. Именно он услышал крик Луи, когда ее увозили. Ая внезапно спросила о том, как родители Луи относились к маленькой девочке, когда она увидела инвалидное кресло Луи. Колеса и подлокотники были грязными, но ручки сзади были очень чистыми. Льюис тоже научился быть независимым, так что, возможно, родители Льюиса совсем не заботились о маленькой девочке. Ая спросила, выходил ли Луис когда-нибудь куда-нибудь один. В основном нет, но он вспомнил, что примерно 1,5 года назад Луи пропал без вести. И только в сумерках жители деревни обнаружили, что ее инвалидная коляска застряла в куче грязи на берегу реки, мешая ей передвигаться. Когда девочку спросили, почему она вышла на улицу одна, она сказала, что хочет пойти в дом художника. Теперь Ая лучше понимает ситуацию в этой деревне. Внезапно к нам в гости пришли 2 гостей. Они сразу же начали ссориться, и те 2, которые пришли, были номерами 3 и 4 из страховой организации. Они пришли сюда, чтобы найти оборотня. Но теперь, даже если они украдут бриллиант, они не знают, как им воспользоваться. Сонучи сказал, что только староста деревни знает, как им пользоваться. И он пообещал рассказать Ае, если она успешно раскроет это дело. Обе стороны решили прекратить огонь, и номер 3 хотел, чтобы Ая быстро раскрыла это дело.
Затем Ая должен был продолжить лечение Саначи, и он заметил, что Шизуку, похоже, завидует ему. Внезапно он увидел, что жители деревни окружили дом художницы. Она закричала, чтобы все держались подальше, и призналась, что была виновницей, которая съела всех жертв. Затем она превратилась в волка и бросилась на утек. Номер 3 выстрелила серебряной пулей, но это не возымело никакого эффекта, и она сбежала. Детективная группа погналась за художницей и подралась с ней. Синачи передал Аю Шизуку на хранение и бросился в драку. Номера 3 и 4 также прибыли и произвели несколько выстрелов. Когда Шизуку бросилась на помощь, художница увернулась от нее и бросилась, чтобы сбросить Аю в ручей. Шизуку бросилась вперед, оттолкнула Аю назад и позволила себе упасть в водопад. Хотя преступник сбежал, глава деревни все же согласился рассказать, как использовать алмаз. Подойди ко входу в деревню, встань там, где находится горящая башня. И подожди, пока солнечный свет не пробьется сквозь первую букву стихотворения, выгравированного на алмазе, чтобы получить результат. Детективная группа и страховая группа следовали этим инструкциям и обнаружили местонахождение деревни оборотней в лесу Нан. Группа ночной вечеринки, наблюдая за развитием событий, также подготовилась. Шизуку только что пришла в сознание. Ее отнесло течением вниз по течению, и она была спасена оборотнем по имени Нора, которая попросила двух близких друзей согреть ее и помочь ей преодолеть критическое состояние. Шизуку заметила, что эта деревня оборотней спит с полудня до середины ночи, ведя образ жизни, противоположный человеческому. Оборотни не пускают людей в деревню, поэтому Шизуку нужно было уехать как можно скорее. В то же время Шизуку также узнала, что в этой деревне оборотней произошел случай серийного убийства, жертвами которого стали молодые девушки в дождливые дни. Поскольку ее оружие было не того типа, из которого стреляли в тела, они поверили, что она невиновна. Она хотела, чтобы они подождали прибытия Аи, потому что Ая могла бы раскрыть это дело, но чем больше людей будет приезжать в деревню, тем сложнее это будет сделать. Поэтому Нора подумала, что будет лучше, если Шизуку уедет. Затем она приготовила чай для 3 женщин-оборотней. Они все похвалили его, и Шизуку захотела узнать больше об этом деле. Стало известно, что оно началось год назад. Смертельные случаи происходили каждые 4 месяца, и теперь число жертв достигло 3. Жертвы умирали от огнестрельных ранений в грудь, и мужчины в деревне всегда теряли след преступника, потому что дождь стирал все следы. Каждый раз никто не слышал выстрелов. До сих пор они знали только, что преступник пользовался пистолетом, был очень искусен в организации засад и прекрасно знал, как стереть следы. В общем, Шизуку не смогла ничего расследовать. Поэтому они хотели вытащить ее оттуда, и им нужно было найти место с водой, чтобы помочь Шизуку стереть следы. Запах. Нора заманивала мужчин подальше, чтобы 2 друзей могли найти способ вытащить Шизуку. По дороге Шизуку узнала, что ни одна девушка в этой деревне не сможет сбежать, потому что они будут пойманы мужчинами. Староста деревни заставит всех девушек в деревне стать жрицами, чтобы улучшить породу. Внезапно оказалось, что мужчины все еще там, так что 2 девушкам пришлось притворяться перед ними. Как только им удалось пройти мимо, небольшая ошибка выявила личность Шизуку среди оборотней. За ней погнались, и в конце концов она была окружена большим количеством оборотней. Она выступила в защиту 2 девочек, чтобы их не привлекли к ответственности. Пришел старейшина деревни и захотел немедленно разобраться с Шизуку. Но 2 девочки утверждали, что Нора спасла Шизуку, и хотели услышать, что она скажет. Затем они отвезли ее в Вудхилл для допроса. Судить о том, лжет она или нет, будет старейшина деревни. После случая с Розой прошло много времени с тех пор, как построили Вудхилл. Как бы она ни объясняла, старейшина деревни все равно считал, что она лжет. 2 девочки тоже выступили в защиту Шизуку. Внезапно в середине судебного процесса раздался выстрел. Весь клан бросился в лес и обнаружил Нору застреленной. Сегодня дождя не было, но они по-прежнему не могли учуять никаких следов преступника. Старуха снова обвинила Шизуку, но мужчины утверждали, что Шизуку все это время держали на лесном холме, так как же она могла это сделать? Оборотни не знали, что делать, поэтому они позволили Шизуку осмотреть место происшествия. Вокруг было очень мало крови, поэтому Шизуку предположила, что преступник действовал не здесь. Тело Норы было мокрым, но ее одежда была сухой,
что означает, что она где-то отмокала, прежде чем надеть одежду, а затем была застрелена, и тело перенесли сюда. На соседнем дереве был след от выстрела. Таким образом, было произведено 2 выстрела, но только один из них произвел звук. Видя, что Шизуку ничем не может помочь, оборотни решили расправиться с ней, потому что больше никого не пускали в деревню. Группа АИ двигалась в другом месте, когда на них напал Франкен. Он стащил Санучи и Аю с обрыва и отрезал их от группы страховки. Затем Франкен сообщил им, что он помог им обоим избавиться от страховой группы, поэтому взамен он хотел узнать местоположение деревни оборотней. Даже зная местоположение, Франкен все равно опасался, что Синачи может солгать. Поэтому он потребовал оставить алмаз у себя в качестве гарантии. Если бы они встретились в деревне оборотней, он бы вернул его. А потом их пути разошлись. Синачи и Ая прибыли в деревню оборотней, где проходили похороны Норы. С помощью женщины-оборотня Санучи и Ая встретились с Шизуку в тюрьме. Ая спросила о результатах расследования Шизуку и похвалила ее за то, что она хорошо справилась. Мужчины учуяли их запах и решили проверить тюрьму. Чтобы избежать хаоса, Шизуку решила временно остаться в тюрьме, в то время как Синачи с Аей отправились исследовать место преступления. Оборотни вскоре учуяли их запах и пустились в погоню, но Ая велела Санучи обогнуть острый камень, чтобы она могла наблюдать. Она помогла Санучи найти выключатель, и им обоим удалось войти в туннель до того, как появились оборотни. Именно так преступник скрывал свои следы после каждого преступления. Здесь все еще была кровь, и пистолет преступника тоже был здесь, так что жертвы, должно быть, были убиты здесь, а их тела подняты на поверхность. Я узнал в этом пистолете пистолет, который отец Льюиса потерял со склада. Пройдя дальше, они обнаружили следы крови Норы и озера. Один угол выглядел так, как будто там кто-то побывал. На стене было вырезано расписание, и им нужно было пройти дальше, чтобы узнать больше. Тем временем кто-то в деревне людей случайно обнаружил тело Льюиса. Детективная группа обнаружила тело художницы рядом с туннелем, ведущим в деревню людей. Теперь Ая поняла, что Роза использовала этот туннель, чтобы добраться до деревни людей много лет назад. Они оба снова встретились с дядей-доктором и услышали о том, что было найдено тело Льюиса. Встретившись с родителями Льюиса, Ая спросила, как они относились к Льюису до того, как она стала божеством-хранителем. Тогда на Льюиса смотрели как на обузу, потому что она не могла самостоятельно ходить. 8 лет назад родители Льюиса собирались бросить ее. Они оставили ее в лесу. Но неожиданно Джет, дочь Розы, в ту же ночь привезла Льюиса обратно в деревню. Льюис в ту же ночь раскрыл личность матери и дочери оборотней. По сути, Льюис был брошен, Джет спас Льюиса, а Льюис предал Джет, чтобы оказаться полезным деревне, чтобы ее не бросили. Льюис была очень умна, потому что если бы она не разоблачила их, жители деревни провели бы расследование и выяснили, что ее родители пытались бросить ее. Теперь Ая начала понимать и решила вернуться в деревню оборотней еще раз. Они оба воспользовались туннелем, чтобы вернуться, и по пути внимательно изучили некоторые вещи. Номера 3 и 4 также обнаружили туннель и решили обзвонить всю деревню. Вампир проник в деревню и начал ее разрушать. Группа Синучи уже освободила Шизуку из тюрьмы. Ая хотела вернуться в деревню, потому что ей нужно было кое-что прояснить. Она снова спросила женщину-оборотня, правда ли, что местные жители живут по ночам отдельно друг от друга. Получив подтверждение, она поручила Синучи отвлечь оборотней. Мужчины, услышав, что Шизуку сбежала, начали действовать. Франкен и Лестер, услышав вой, также немедленно начали действовать. Синучи обнаружил, что за ним гонятся 3 оборотня. Он победил их одного за другим, используя хитроумную тактику. Ая уже добрался до кладбища клана оборотней, чтобы найти последнюю подсказку. Деревня оборотней внезапно была подожжена. Цифры 3 и 4 побудили жителей деревни отомстить оборотням. 3 участников ночной вечеринки начали убивать оборотней. Ая попросила женщину-оборотня выкопать тело Норы, чтобы она могла его осмотреть. Она сказала Шизуку вернуться и помочь оборотням. Она вернулась, чтобы найти оставшуюся женщину-оборотня, но столкнулась с вампиром. 4 номер столкнулся с Франкеном и начал словесную дуэль. 3 номер столкнулся с волшебником. Через некоторое время Ая поняла, в чем дело, и вернется в деревню, чтобы все объяснить.
Пока две другие стороны сражались, четвертый номер заковал Франклина в цепи, но Синучи пришел ему на помощь. Четвертый номер был довольно искусен в обращении с цепями, что затрудняло Синучи с ними справиться. Увидев, что Синучи в беде, Франклин оторвал себе руку и бросил ее Синучи, который ударил по ней ногой, чтобы вырубить подоспевшего молодого человека. Он потребовал у Франклина Даймондбэк и спросил о теле Аи. Он узнал, что оно все еще хранится в гнезде ночной вечеринки в Лондоне. Третий номер и Лестер все еще сражались на расстоянии. Третий номер подбросил лопату вверх и выстрелил под углом, чтобы рикошетом попасть в Лестера. Здесь вампир обнаружил, что на Шизуку не было нижнего белья, но она не хотела об этом говорить. Вампир сообщил Шизуку, что из-за того, что она ранее подвергалась воздействию своего яда, в ее организме появились антитела. Шизуку не была уверена, правда ли это, поэтому вампир оставил ей метку на ноге. Шизуку снова попала под ее обаяние. Но вампирша сказала, что то, что она ей сказала, было правдой, а это всего лишь иллюзия. Затем она ушла, на этот раз пощадив Шизуку. С другой стороны, номер 3 подумал, что она съела Лестера, но он поменялся телами и дал ей иглу. Синачи и Ая снова отправились на встречу с Шизуку. Синачи хотел раскрыть это дело, но у Аи было для него кое-что важное. Снаружи жители двух деревень готовились к всеобщему сражению. Наконец появилась Аи и призвала всех остановиться. Она объявила, что нашла виновного в обоих случаях. Преступник стоял прямо на деревянном холме, и это были Льюис и Нора, никто иной, как дочь Роуз, Джет. Возвращаясь к месту преступления, в комнате, где был пойман Луис, улики показали, что в комнату никто не входил, но там были следы того, что кто-то выпрыгнул из окна в облике волка. Следы у камина должны были быть покрыты пылью, если кто-то проник сюда через дымоход. Но там было чисто, так что это могло быть только инсценировкой. Когда она узнала, что Джет и Льюис похожи, она заподозрила, что Джет из прошлого все еще жив. В ту ночь художник, превратившийся в волка, на самом деле был переодетым Джетом, поскольку следы зубов на ноге Синучи совпадали со следами во всех случаях в деревне людей. Похоже, художница была убита сразу после того, как они с Синучи ушли, закончив расследование. Что касается тела Норы, найденного прошлой ночью, на самом деле она была убита в пещере, потому что если бы здесь проходили люди, им понадобилась бы лампа, а лампы привлекают мотыльков там внизу. Только оборотни могут ходить в темноте, не запачкавшись пыльцой от моли. Так что тело Норы тоже было создано Джетом. Человек, который жил в пещере и был застрелен Джетом, был невысокого роста и прожил там 1,5 года, что совпало со временем исчезновения Льюиса. Значит, она была уверена, что убитым прошлой ночью был Льюис, а не та Нора, которую они знали, потому что эти двое были очень похожи. В общем, это было много лет назад. Роза помогла Джету сбежать в деревню оборотней и сменила свое имя на Нору, но также сыграла роль Льюиса, чтобы живи в человеческой деревне. У нее есть 5 причин утверждать это. Во-первых, эти две деревни почти не взаимодействовали друг с другом. Во-вторых, благодаря туннелю Джет мог перемещаться между двумя деревнями всего за час. В-третьих, график жизни в этих двух деревнях был противоположным. В-четвертых, Льюис обычно мало общался с жителями деревни, а Нора жила одна, так что никто бы их не узнал. В-пятых, в туннеле было озеро, которое помогло Джет стереть ее запах при переключении между двумя личностями. Когда они вернулись в деревню людей, было обнаружено тело Льюиса. Джет выкопал тело Льюиса, хаотично кусал и рвал его, а затем спрятал огнестрельное ранение. Другими словами, Джет, будучи живым, был виновником двух случаев в деревне оборотней и деревне людей. Ай чувствовал, что Джет стал слишком одержим жаждой мести. 13 лет назад Роуз сбежала из деревни оборотней и попала в деревню людей. Несколько месяцев спустя родился Джет. Прожив некоторое время, они были обнаружены Льюисом, который раскрыл их личность, в результате чего оба были сожжены заживо. Но Джет выжил и сбежал в деревню оборотней. Маленький скелет, найденный в башне, принадлежал лисе. Джет приехала сюда и сменила имя на Нора, но по-прежнему ненавидела эту деревню, так что она планировала спровоцировать конфликт между двумя деревнями. Итак, 1,5 года назад Джет похитил Льюиса. Но Льюис тоже ненавидел эту деревню, поэтому согласился помочь Джету отомстить. Таким образом, Джет жил под двумя личинами и собирал информацию.
Год назад она устроила серию убийств, чтобы усилить вражду между двумя деревнями, и организовала мероприятие, чтобы стереть свои следы. Но когда прибыла детективная группа, все пошло наперекосяк. Джет выбрал художника для создания кадра, а затем сбежал. Затем она спасла Шизуку и намеренно спланировала разоблачение Шизуку. И пока вся деревня допрашивала ее, она отправилась в туннель, убила Льюиса, а затем принесла тело сюда, чтобы создать фальшивое место преступления. Она выстрелила в дерево, чтобы Шизуку не заподозрили в преступлении. Когда все думали, что она мертва, она отправилась выкапывать тело Льюиса, чтобы вернуть его в деревню людей, а затем открыла скрытый путь, который привел две деревни к конфликту. Но Джет все равно считал, что Ая ошибается. Затем она ушла и столкнулась с Синачи в туннеле. Он ждал ее там, чтобы поймать, но она сказала, что на самом деле она король оборотней, поэтому она погасила свечи, чтобы устроить ему засаду. Однако ему удалось столкнуть ее в озеро и связать, пока у нее раздувался мех. Ая пришла и сообщила, что между двумя деревнями все улажено. Ая хотела, чтобы Синачи освободила Джета, потому что она неправильно рассуждала. Джет осуществлял план не ради мести, а для того, чтобы освободить женщин-ведьм от участи уготованной старейшиной деревни. Тот факт, что она была одновременно и королем волков, и женщиной-ведьмой, не позволял никому представить, какой будет ее дальнейшая судьба. Поэтому она хотела избавить таких людей, как она, от этой суровой участи и помочь им спастись. Многократно используя трупы людей, чтобы инсценировать смерть оборотней.